Привет, пилоты! Как у вас дела? На связи ремейкер, канал Тифру. И вопрос на злобу дня: какого черта некоторые, а вернее многие игроки, особенно начинающие, пикают тактику пилота Стена Плюс? Вот давайте начнем с базы. С какими кейсами лично для вас ассоциируется эта тактика? Резон ее применения и, собственно, сами игроки, пытающиеся ее юзать. Ключевой кейс, как вы догадались, это бутылочники, и неважно какой квалификации, будь то спитфайр-мейнеры, обладатели длинного лука или крабера, да, встречаются и такие. На самом деле из всех перечисленных, вышеперечисленных способны по-настоящему преуспеть в данном ремесле только первые, по причине имбовости спитфайра практически на любой дистанции, и это один из немногих ганов, где каждый доступный прицел уместен и рили работает. Обладатель он на квалификации способен заметно прогрессировать, как бы каламбурно это ни звучало. Вот мы часто говорим, часто рассуждаем про так называемые нубаганы по типу Сара и Вольта, что само собой звучит с некой долей иронии, потому здесь как с допингом. Если ты будешь жрать запрещенные препараты для роста мышц без какой-либо тяжелой работы в зале, ты просто наработаешь определенные проблемы со здоровьем. Хочешь результат, придется основательно попотеть. То же касается чрезмерно сбалансированных ППшек. Ты не сможешь делать длинные киллстрики и доминировать в матчах. Обладая недостатком паркура, пониманием дизайна карт, подсознательной реакцией на меняющийся спаун или дальнейшее поведение противника. Настреливать Саром на самом деле может любой казуал, но вот делать киллстрики на 7-10 единиц без единой смерти в минуту и юзания осколочной, даже против не самых выдающихся противников, думаю, скорее всего проще накачать 10 кило реального мяса, чем абьюзить механики мета-ППшек. То же самое касается и тактики пилота Стена Плюс. Ее применение в небутылочных ситуациях довольно ограничено и сомнительно, даже в баталиях против начинающих пилотов. Вот, например, я плюс-минус умею юзать тактику Стена Плюс, потому как понимаю ключевые точки и ситуацию применения. Это довольно вспомогательная функция при моей манере игры, переходящим в раш только после того, как я управлюсь замечанием слабости противника и возможностей для нанесения удара. Что я имею в виду под умением играть тактикой Стена Плюс вне геймплея бутылки? Это ключевые позиции. Ключевые и всем известные позиции в начале замесов, например, на миде Эдема, около спаунов участка поселенца, военных игр, черного водоканала, особенно на злосчастном восточном спауне. Опять же, зачастую против опытных пилотов, хоть как-то освоившими мувмент и взрыв пакеты с осколочными, ваша Стена Плюс станет скорее очередной незначительной преградой на их пути. Но и здесь на каждое действие есть свои противодействия, и если вы довольно активный игрок тактика Стена Плюс с сотнями часов геймплея и работаете далеко за рамками позиции бутылочника, вы всегда найдете, что противопоставить нубарокам и другим обитателям наших злосчастных мест. Но скорее всего, в 70% ситуаций, наверное, проще попросить противников убить себя, чем вы сможете завалить их. Потому как у нас есть базовая мета в лице таких тактик, как стимулятор и фазовый сдвиг. Но Titanfall 2 это не киберспорт. Вдоль значительного объема игрового времени вы будете гамать против прекрасных обычных ребят, а также против казуалов, новичков, подпивасников, модоюзеров и иногда даже против читеров. Иногда. Поэтому почему бы нам не заняться экспериментами? Экспериментами в области билдостроения, которое пускай здесь и ограниченное, но при желании может быть наполнено чемпионскими моментами, которые после, возможно, будем публиковать в моей телеге, где вы найдете сотни и тысячи медиаматериалов, новостей, опросов, личных заметок, предложек подписчиков и другого контента, посвященного титановой, шутерной и в целом игровой тематике. Подписывайся. Итак, тактика Стена Плюс и активный геймплей. Возможно ли такое нестандартное сочетание и каков его вероятный перформанс? С ответами наших уважаемых экспертов можно знакомиться в комментах под этим видео. Следите за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был ремейкер, отключаюсь. И вступайте в сеть Тифру. В Titanfall.